Привет, фанаты Звездных войн и любители Лего! Сегодня у нас супер интересный обзор рождественского календаря Lego Star Wars 75395. Этот календарь посвящен 25-летию Lego Star Wars и проводит нас по самым культовым наборам с 1999 по 2024 год. Давайте скорее его вскроем и посмотрим, что внутри. Но прежде чем мы перейдем к окошкам, взглянем на оформление коробки. На фоне заснеженная планета Ход. Мы видим мини-модели классических космических кораблей, а также упоминания о любимых фанатами локациях, вроде замка Дарта Вейдера в зимнем пейзаже. Упаковка имеет подарочный вид, красивый бант из золотистой ленты. На торце коробки изображена принцесса Лея в натуральную величину. Внутри есть 24 окошка, и за каждым сборная модель или мини-фигурка, вдохновленная ключевым набором конкретного года. Честно говоря, я не знал о существовании такого календаря, и фишка календаря заключается в том, что его надо дарить за 24 дня до Рождества, и каждый день открывать только одно окно, приближаясь на один день к празднику. Приступим! День первый. Наше путешествие начинается в 1999 году с набора 7140 X-Wing Fighter, самого первого набора Lego Star Wars. Эта микроверсия выполнена в классических серо-красных тонах конца 90-х, что навевает приятную ностальгию. Идеальное начало обзора, ведь именно так зародилась 25-летняя история Lego Star Wars. На второй день нас ждет принцесса Лея в праздничном свитере. Первую мини-фигурку Леи Лего выпустила в 2000 году в наборе 7190 «Тысячелетний сокол». Теперь она здесь с зимним дизайном. На свитере видны отсылки к ходской базе, ATT, Snowspeeder и даже Тонтон. Отличное сочетание классики и праздничного настроения. В третий день у нас миниатюрная модель TIE Fighter. Оригинальный набор 7146 увидел свет в 2001 году и продолжил успех первых выпусков. Здесь все просто и лаконично. Черно-синие крылья и небольшая кабина – это классические элементы ранних Звездных войн в Лего. На четвертый день нам попадается Super Battle Droid. Впервые такой появился в 2002 году в наборе 7163. Республиканский десантный корабль. Приятно, что эта обновленная фигурка супердроида снова здесь. Это явная отсылка к атаке клонов и классике начала 2000-х. День пятый. Это миниатюрный ATT, напоминающий ATT из набора 4483, который появился в 2003 году. Несмотря на то, что оригинал связан в основном с Империей и наносит ответный удар, он мгновенно стал хитом. В микромасштабе тоже отлично узнается, есть подвижная голова и характерный вид ходячей крепости. На шестой день мы собираем крошечную версию Y-Wing, набор 10134. Несмотря на малый размер, в постройке угадываются вытянутые двигатели и передняя кабина. Хороший способ отдать должное одному из ранних коллекционных наборов. День 7. Это один из самых оригинальных сюрпризов. Мини-комплект, отсылающий к сбору мини-наборов в видеоигре Lego Star Wars 2005 года. Каждый уровень там имел 10 коллекционных мини-наборов, и именно с этой игры многие познакомились и с Lego, и со Звездными войнами. Настоящий подарок для фанатов нулевых. День 8. Далее идет мини-версия парусная баржа Джаббы, той самой баржи из набора 6210 2006 года. Особого внимания заслуживают паруса из коричневых скосов и обтекаемый нос. Отличная мини-модель, учитывая, что в октябре 2024 года вышел большой набор 75397. Девятый день. Ни один рождественский календарь по Star Wars не обходится без тысячелетнего сокола. Здесь он ссылается на огромный набор 10179, сокол тысячелетия 2007 года. В микромодели видны знакомые детали: спутниковая тарелка, кабина сбоку и даже небольшой задний отсек.
10-й день. Оригинальную фигурку Асоки Тано выпустили в 2008 году, когда вышли первые наборы по воинам клонов 7675 и 7680. Теперь у нее более детализированные принты и улучшенная голова Тогруты. Отлично показывает, как далеко продвинулись микрофигурки. На 11-й день нас ждет Винатор, как в наборе 8039 2009 года. Красная полоса сверху и заостренная форма корпуса упрощены до микромасштаба. Но все равно смотришь и сразу видишь главный корабль республики из войн клонов. День 12. Следующая модель – шаттл императора Палпатина. Набор 8096 2010 года. Крошечная версия позволяет немного откидывать крылья, хотя все очень упрощенно. Оригинальный набор был связан со сценой превращения Палпатина после поединка с Мейсом Винду вместе с ситхов. На 13-й день получаем шаттл джедая Т6, изначально выпущенный в 2011 году, набор 7931. Микроверсия все так же имеет большое кольцо корпуса и отлично узнаваемая даже в нескольких деталях. На 14-й день переходим к 2012 году. Здесь мы собираем мини-истребитель мандалорцев, набор 9525. Мне нравится, как переданы угловатые крылья и шип к носу кабины. Поклонники войн клонов или мандалорца оценят, что этот микронабор не фонтан. 15-й день у нас клон 501-го легиона, чья первая версия в фазе 2 появилась в 2013 году. Сейчас шлем другой формы, что нравится не всем, но сам факт включения 501-го клон-трупера – это отсылка к периоду, когда этот легион стал одним из самых популярных среди фанатов. День 16. Из сериала «Повстанцы» мы видим миниатюрную версию «Призрака». Набор 75053 2014 год. Здесь есть бело-оранжево-зеленые вставки, узнаваемые в сериале. Возможно, модель слегка вытянута, но все равно очевидно, что это звездный корабль-призрак. На 17-й день нам достается мини-фигурка Люка Скайуокера в рождественском свитере, отсылающим к событиям возвращения джедая и редизайну 2015 года. На нем принт с Татуином и двойными солнцами. Отличная отсылка и милый праздничный вариант. На 18-й день миниатюра U-Wing. Набор 75155 2016 год. Бело-синие двигатели и слегка вытянутая кабина хорошо узнаются. Конечно, в микроверсии нельзя раздвигать крылья, как в полном наборе, но все равно это знаковый корабль повстанцев из фильма «Изгой-1». 19-й день. Истребитель джедая Йоды. Набор 75168. 2017 год. Небольшой зелено-серый кораблик с маленьким местом для R2 наверху. Не самый частый гость в наборах, но узнаваемый и забавный в микромасштабе. Далее идет претарианский гвардеец. Впервые появился в наборе 75216 в 2018 году. Яркая красная броня, уникальный дизайн шлема и посох. Хоть эти воины из последних джедаев, они также мелькнули в мандалорце, поэтому прикольно видеть их здесь. День 21. Замок Дарта Вейдера. Набор 75251. 2019 год. Высокая черная башня с лавовым потоком у подножия. Мини-вариант выглядит эффектно даже в таком масштабе. И шикарно, что мы видим его в рождественском календаре. 22-й день попадается грузовой корабль Мандалорца Razor Crest. Набор 75292 2020 года. Именно он заложил начало безумной популярности Мандалорца в Лего. Микромодель упрощенная, но узнаешь форму фюзеляжа и характерные двигатели. Поклонники Дина Джарина будут довольны. 23-й день нас ждет спидер Люка в мини-формате.
Набор 75341 2022 года. Добавлены крохотные фигурки Люка и C-3PO в виде деталей и привычные двигатели. Лего обожает выпускать лэндспидеры, и тут он смотрится здорово. И наконец, за последней дверцей огненный ястреб из сериала «Юные джедаи», аналог набора 75384 2024 год. Для финального дня некоторые ожидали что-то другое, но эта модель 2024 года появлялась в наборах всего один раз. Выглядит ярко и логично завершает 25-летнюю ретроспективу. Вот и все 24 дня в рождественском календаре LEGO Star Wars 2024 года. Мы получили отличный экскурс по культовым наборам 1999 по 2024 годы. Хотя сборок или фигурок за 2021 и 2023 годы нет, выбор остальных лет вполне удачен для подчеркивания 25-летнего юбилея. Особенно радуют праздничные свитера Леи и Люка, а также возвращение Соки. Оригинальные цветовые схемы X-Wing и TIE Fighter из ранних наборов – это отличный жест в сторону юбилея. Отдельное удовольствие – мини-кит из видеоигры 2005 года, ведь это уникальный кусочек истории. В итоге получается отличный календарь для поклонников «Звездных войн» и тех, кто хочет каждый день декабря получать немного лего. Ностальгия и разнообразие здесь просто зашкаливают. Напишите в комментариях, какая сборка или мини-фигурка вам понравилась больше всего и насколько, по вашему мнению, этот календарь соответствует духу 25-летия LEGO Star Wars. Поддержите видео лайком. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры и новости по LEGO Star Wars, LEGO Техник и другим сериям LEGO. Спасибо за просмотр.